Так, ну давайте проверим, что у нас кого. Погнали, стратегушки. Итак. Записываем видос, чилим, пилим. Ничего не знаем. Тут кого чего, рендерим. Прошел Warlords 4, и для меня, наверное, самой интересной картой оказалась карта Басма. Кстати, конкретно именно эта игра, вот она очень недооцененная, и поэтому я решил ее записать отдельно. Какая-то стадия, это уже 12 лучших игроков осталось, да, или можно сказать 1/8. В раунде они сражаются в формате Best of 7 до 4 побед. Харт уже лидирует со счетом 1-0, и Барлес катает здесь на чехах, и Харт на берманцах. Очень часто на этой карте, которая является картой закрытых категорий, да, играют на цивилизации с крутыми монахами. Ну вот и посмотрим, что здесь будет происходить. Соответственно, у вас есть у каждого игрока 2 арены. В одной арене у вас ничего толком нету, да. Ну, грубо говоря, здесь нет камня, и здесь практически нет леса. Камень и лес находятся на другой арене, в которой вот есть, пожалуйста, ворота, дорожка, даже видно, куда идти, даже Харт не запутается. Соответственно, приходите сюда, рубите лес и рубите здесь камушек. Но камушек на карте находится только здесь. Его тут не так мало, да, 2800 здесь, 2800, соответственно, здесь. И все, больше на карте камушка совсем нету. Золото разбросано везде, его довольно много на карте, просто маленькими кусочками. Есть ягоды разбросаны также снаружи, большие такие куски, что довольно интересно, и даже между игроками. Также есть много оленей, и именно этим сейчас, я подозреваю, и занимаются враги. Так, ну что, получается у нас Харт все-таки фаворит этой встречи, потому что он, наверное, в последнее время входит в топ-8, а то и топ-6 мира. Барлес же чисто чел-удивляльщик, и достойный результат в группе, второе место в группе вместе с Херой занял, да, ну, в группе с Херой занял второе место, соответственно, опередив товарища Йо, кстати. Соответственно, Барлес очень жестко выступает конкретно на этом турнире, но в целом все. Ну, равные оппоненты, на самом деле, да. Тир-2 игроки такие, ну как, тир-2 среди самых-самых-самых-самых-самых. Ну да, забавно. У нас центральный огромный холм. Кто владеет центром, тот владеет всеми направлениями. Да, откуда можно атаковать. Я вам покажу, откуда готовилась пуш лосей. Соответственно, смотрим, что делают оба игрока. Потому что чехи на берманцы. Берманцы достаточно такой пик необычный. Но Харт выбрал его, бонус на лес присутствует, сразу как только вы переходите в следующую эпоху, куда, вы получаете халявный бонус на лес, даже если у вас нет лесопилки, но она есть, конечно, да, и он уже вырубил проход и открыл доступ к камню. Соответственно, что делает чех, не совсем понятно, он нажимает переход 21, смотрим, здесь переход идет вообще 19-го Чарани. Возможно, это пойдет траш, да, ребят, смотрите, Харт агрессирует на Барлеса. Насколько я помню, иногда здесь реально трашат, манкрашат, разные стратегии здесь доступны. Ну что же. Кстати, эта арена выглядит больше, чем вот эта. Да, есть еще такой прикол на этой карте, что здесь есть лед, и вплотную ставить нельзя, да, ко льду, и вообще на льду строить ничего нельзя. Соответственно, ранний переход, и в чем суть тут Харта? Наверное, в том, что он открыл себе доступ к камню и хочет не дать чеху добывать камень. Чех тоже получает халявные бонусы, да, халявные апы на золото и камень, как только перейдет в следующую эпоху. Здесь, кстати, непонятно, какой переход готовился Барлесом, как будто бы Fast Castle, очень много еды добывается, 14 найти, как будто он пытается супер Fast Castle делать. Но он видит, что приходит наглый Харт, даже без лума, но со скаутом апнутым, и ставит максимально вплотную вышку. Так, ну что, здесь как будто бы проход вроде бы уже есть, можно загоняться сюда, и в принципе до контр-вышки Барлес должен выживать. Делается лум, делается уже стрельбище, лесной барак на готове и топорик на халяву. В принципе, экономика у берманцев не слабая, а возможно даже и сильнее, чем у чехов. Потому что чехи все-таки им нужно ап в монастыре, чтобы стать супер жесткими. Но до этого еще далековато. Хотя не очень. На самом деле ресурсы у Барлеса остаются. И в целом у него на 300 больше добытых ресурсов. Так, здесь, соответственно... Интересно, Харт меняет решение. Да? Наверное, он увидел вышку и такой, буду пробиваться снизу.
Хорошо, он, кстати, еще тоже видит релики, как мы можем заметить, и лучников делает, чтобы сажать их в вышку и чтобы они стреляли и помогали ему. Лум успевает сделать барлес, скидывает лес. Видите, в чем проблема? Лес, да, вы можете здесь, конечно, добывать тоже лес, но его совсем немного. По 100 дерева, попытки пушить оленей дальше. И, соответственно, домик, чтобы не прошел под вышку, да, лучники тоже, и шахта, и, в принципе, до сих пор добывать лес. В общем, очень жестко. Что по зданиям? Кузница, благо, у Чеха 150 леса, а вот рынок нет. До рынка еще 175 леса, еще 100 леса надо копать. И это неприятно. Он себе буквально сблочил лесопилку, но здесь через один крест может сбрасывать вот так вот, а вот ты уже не сможешь. Их надо двигать буквально. Тут еще крестьянка стоит. Короче, непонятно, что будет делать здесь Барлес. Айдла пока у ребят нету. Что он тут проверяет, смотрит. Добавляется кузница под стрелу. Боже, как я часто все это конвенчу. Ладно, пора успокоиться и зачилиться. Но... Что зачилиться? В стрелу вкладывается еще. Ага. Смотрите, забирается... Ну, понятно, он хочет отбить от камня полностью Чеха. И Чех без камня это... Не так опасно, но Чех золотом тоже опасен, на самом деле. Чех золотом, его монахи тоже сильны. Ну, поглянем. В принципе, бирманцу очень быстро можно прокачать технологии в монастыре 2 раза дешевле и конвертить и монахов, и какие-то вагоны чешские, и все на свете просто, да? Просто проверка, нет ли здесь халявных каких-то крестов раненых или что кого. Тут домов тык на 30. И до сих пор Барлис не нажимает переход. Посмотрите, как ему задержали лес, и поэтому только сейчас ставит рынок. И это неприятно. Но всего лишь 4 на еде остается у Харта. Так, убегают сюда челики. Здесь же еще на форварде мужики. Ой, посмотрите, Харт вообще наглеет. Он собирается убить этих жителей. Неужели он делает вышку сзади? Господи. Вышечка сзади, конечно, да, придется Барлису что, просто сидеть в вышке? Нет, он делает контрвышку, соответственно, камня у него совсем ни на что не остается. До замка ему не дотерпеть, потому что всего лишь 4 жителя он привел сюда, было бы 7, был бы другой разговорчик. А уже туда не пойдешь, потому что луки здесь стерегут, и постоянно скаутом активно разведывает Хартик. Так, здесь, кстати, увидел всю эту ситуацию Барлис, и, ну, он так-то видел, да. И так это видел. Не хочет фермы сеять Барлис, что он хочет тогда? Что он хочет? У него и лес плохо добывается, неужели... И на ратушу не хватает камня, господи, через рынок как-то торговать, нам выходить сюда, но здесь, знаете ли, лучники, насколько я понимаю, здесь 4 сидит и здесь 1, уже их 6 суммарно вообще. Вот он вышел на разведку, ну и, соответственно, сидим, перестреливаемся. У обоих есть стрела. Окей. И вот первый лучник уже чувствует что-то, что здесь кто-то должен куда-то выйти. Еще не дождавшись замковой эпохи, Барлес уже выбегает. Так, здесь что смотрим? Немножко на камне, немножко на лесе, все нормально. Покупка 100 камня идет. Барлес, наверное, хочет... А, он сюда вышку делает, понятно. Здесь на холмах вообще ратушу не поставит толком, да? Только если, вот, не знаю, удалять тут свои стены и сюда ее ставить, либо сюда, но это уже какой-то кринж в чистом поле. Идет вычинивание, но здесь, кстати, только кресты сидят, не лучники, и Барлес начинает микрить. Пока все играют безошибочно. Ха-ха-ха, это только пока. Так, нашел тут скаута Барлеса и выбежал за ним. Также лучник ищет халяву. Ну, что же, Барлес не халявит. Барлес везде дефается вышечками своими. Но их разбирают. Смотрите, лучники проходят сквозь лед, сквозь лес и... Замковая эпоха и монастырь. Монастырь хорошее оружие у Чеха. Раньше он стоил, блин, еще и дешевле по лесу, но сейчас такого нету. Зато там можно прокачать апы на монах, которые будут влиять на жителей. Это КПшка, да? Блин, из-за того, что я флажки поставил, я не могу теперь указать. Вот бред. Вот бред. Ну ладно. КПшка и скорость на крестьян. Ну и на монахов, соответственно, тоже. Вот такая агрессивная вышка, чтобы полностью отбить от леса. Make sense. Итак, здесь Харт уворачивается от выстрела. И второй монастырь. Понятненько. Посмотрите на Барлис экономику. 0 на еде, 25 еды, оставшиеся 2 креста. Можно покупать, конечно, золото. Догрызаются кусочечки. Ну, здесь что происходит? Опа! Кресты вывалились. Они не выиграли сражение. 100 камней еще остается. И они остаются работать здесь. Но здесь лучники. И им буквально... А что делать, если лучники придут? А что делать? Умирать? Делаться сразу монах можно. Ага, монах и хпшка. Ну, хпшка как тут поможет? Ну, 55 хп будет у крестьян. Довольно бронированные. Но, честно говоря, вот эти 4 креста как будто выкурены. Очень быстро они умирают, еще вышки нажимают, тут они полностью... Они умирают, они ничего не могут сделать. Агрессивно идет монах, и видит это скаут Харта. Короче, у Барлиса очень большие проблемы. У него все сыпется, кресты уже не делаются. И минус монах. И Харт еще тут перемикривает с холма. Показывает свою... Хорошая реакция, хороший микро, убивает монаха. Как же неприятно, не дождался сенсити. Но Барлис, помните, у него остался камень, он решает поставить таки ратушу.
Ставит ее где может, под холмом. Что? Минус 4 креста, минус монах, все плохо. Но вопрос в чем? Хард до сих пор в феодальной эпохе, и у него 16 идея. Здесь он кушается, здесь он хавается, делает хомутик, не спешит. Успеют ли здесь лучники подойти? Ай-яй-яй, ну благо кресты уже 55 хп. Так, тут отходят ребята. Ага, уже на оленя, ничего себе заранее. Но рад, что успевают построить. Здесь только сейчас успевает заметить Хард, смотрит, и рад, что готова, пора отходить. Итак, релик все-таки один занесся, и что дальше? Ну, Барнису как будто бы можно было бы осадочку запилить, да? Но он пытается монахами и... На холме раз конверт, два конверта проходит, еще вылечивает монаха, но не получается еще с холма. Здесь чувак выходит, 2 лучника чисто сконвертил, он 2 монаха слил, еще минус 1. Снова вышками пушит Хард, у него бесконечно камня, а у Барниса его не будет. Ну, есть зато 2 лучника. Так, остается живой монах, срываются кресты, лучники танцуют. Так, довольно важный момент. Выходит еще 2 монаха, они начинают конвертить именно лучников. Лучники уворачиваются, боже, какой микро. Здесь еще под вышку кто подошел. Конвертился еще 1 лучник, уже 3 лучника. Здесь кресты атакуют вышку. Крестьян мало строит у Харта. Подбегает откуда-то скаут, но лечит монаха. На холм подходит. Начинается микруха, боже, как они микрят. Но монах не умер. Подожди, сколько монах принял урона? Здесь вообще вышка отменяется или нет? Вышка достраивается. Сколько монах принял урона, блин? А, тут урон не показывается, господи. Здесь можем посмотреть урон, а здесь на монахах, оказывается, не можем, к сожалению. Не показалось, или какой-то монах дал 4 конверта? Нет, такого не было. Ну, посмотрите. Прикольно, он отменил вышку, он идет крестами с 55 хп, он делает скорость на монахов и крестов. Это очень-очень крутой плей здесь от Барлиса идет. У него лучники ему помогают, монахи копятся, монахи бесконечные какие-то. Еды он абсолютно не делал, 32 креста на 40. У Харта 40 крестов, но он до сих пор не переходит, потому что что? Кстати, лол. Он рубит тут лес. Здесь кресты, они не особо боятся этого скаута. Монахи немножко боятся. Но делаются... А еще делаются скауты от Харта, он остается в феодальной эпохе. Здесь 4 чувака убежало. Почему они здесь рубят лес? Они же могли здесь рубить лес под вышками. Очень странное какое-то решение. Ну ничего. Монахи подходят тоже под вышку, и кресты очень быстро выпиливают вышку. Здесь, конечно, минус монах, но лучники пытаются помочь. Наверное, еще будет минус монах уже. Да. Ой, как конверты не проходят, жаль, печаль. Сразу домик. В принципе... Но эти ратуши, они же не особо работают. Адил ТЦ с 2 ратуш уже 7 минут. Что происходит? Халява, нужно золото. Золото закончилось. Нужно делать шахту. Капец. Ну там, кстати, камни почти на замок есть у Харта. Проблема в том, что он делает скаутов. И уже 6-й скаут против монахов. Это все логично. Здесь монах тырил релик, увидел крестов. Реально странно работающие кресты. Почему не здесь? Но они спрятались. Здесь скаут выбегает за ним. Но лучники. 3 сконверченных лучника Барлиса, и он ими постоянно пользуется. И смотрите, Барлис такой понимает, ага, у тебя тут 4 креста, давайте выкурим все эти вышки, вообще попытаемся, да? Здесь минус монах произошел, но минус скаут есть. Так, здесь у нас монахи очень-очень агрессивно ищут релики, вероятно, или халяву. Но здесь сложно, видите, сидят кресты здесь, пока не готов Барлис нападать, но у него быстрые кресты, действительно, 0.92 скорость. По сути, у него есть... Мало апов, топорик, да, стрела и апы на монахов с крестами. Вот и все, 55 лимит. И до сих пор не переходит Хард. Что же происходит? Тут же какая? 22 минута, с 9 крестов старт. Ищут чуваки. И рынок, наконец-то, который абсолютно никто не строит. Так, что за ошибочки? На лучников нападают, скауты. Ну, будут конверсии хотя бы одного скаута, пожалуйста. Нет, не будет, не будет. Золото экстренно добывает здесь чехушек где-то, да. Вот он, да, он только сейчас заметил, что есть проблемы. Здесь монахи отходят, их не видят, они в инвизе, просто челики. Барлис купил снова 100 камня, но 125 камня надо, чтобы поставить вышку. Хотел ли он вышку? Да, я не знаю, что он хотел. Но у него 3 монастыря, ребята. 3 монастыря, но релик, кстати, чуваки вернулись. Релик не унесен. Здесь уже фермы, и, возможно, уже сейчас 2 ратуши работают. Но смотрите, плюс 10 крестов у Харта, и он нажимает замковую эпоху. К моменту перехода, я думаю, по крестам они где-то сравняются. Барак, конечно же. Почему бы не построить нам, наконец-то, барак и чешские пики, которые наносят больше бонус урона именно по скаутам. Но здесь, в принципе, от Харта как будто... ну Харт, смотрите, делает скаутов с 2 конюшен и лучников. Угу. Играет здесь как Аравию. Но он вынудил играть как Аравию, да? Он вынудил. Он выкурил. Нет леса, выходи сюда, играй Аравию. Вот в чем задача Харта, работа настоящего. Вынужден делать здесь вышку Харт. Хотя вынужден ли? Типа, чтобы крестов не конвертили. Но решил делать вышку. Что мы видим? Скауты с седлом, с броней. То есть очень-очень-очень большие вложения. Но нужна атака, чтобы резать монах. Так, а здесь пик 1 штук. Ой-ой-ой-ой-ой, нельзя терять.
Так, 2 лучника сконверченных все еще осталось. Реакция на месте. И Харт даже, смотрите, но Харт не рискует, это понятно почему. Во-первых, есть пика, во-вторых, это гребаный Барлес, который там все сконвертит. Так, халява. И в-третьих, скоро замковая эпоха, скоро легкие кавалеристы, которые не быстрее, кстати, медленнее, но у них огромный урон по монахам, и они еще тяжелее конвертятся. Так, можно сделать дешевый девоушен за бирму, это как бы тема та еще. Но здесь, конечно, хитро делаются лучники, насколько я понимаю, да? Они сидят в вышке, они не палятся. По крестам хотите сравнить? 3 ТЦ, смотрите, халява не пройдет. Здесь, блин, вот этот бы релик стащить. Но не получается. Релик. Так, ну 2 релика таки есть. Потенциально могло быть 4. Легкая кава сразу, замковый переход. На 3 креста больше у Барлеса, он в 3 ТЦ играет. Здесь идут конверты, но Харт избегает. Он хочет скорость получить. Но не в армии, 18 на 12. Пики делаются, но совсем не апаются. Надо срочно апать пики, я думаю, чешские. Феодальные, конечно, прикольно. Тут стенки. Так, монахи объединяются. Добавляет Радшу на ягоды, но ягоды заканчиваются. Здесь все тихо, мирно работает. Добытые ресурсы у Харта намного больше, потому что он крестами не ходил так много воевать, да? У него 2 пилы сразу. И действительно, он делает девоушен дешевейший, да? То есть он поставил монастырь, делает еще арбалета. То есть он готовит выкуривать с центра чувака. Проверяет халяву, пока ждет. И лучники идут. Но здесь редемпшн от Барлеса. Он ожидает, или он хочет конвертить здание. Здесь нападают лучники пока феодальные. Здесь нападают. Но уже чувствуется, Барлес уже чувствует, что сейчас он понимает, его проверяют, что у него есть, сколько пик, чего, кого. Сейчас будет нападение. Вот, то есть легкая кава, быстрая, со скоростью, с девоушеном, тяжело будет конвертить. Лучники. Вторая стрела подходит, идет нападение. Сначала приходят лучники. Тут есть такой момент, очень-очень сложный. Даже я поставлю паузу, объясню очень важный момент, который я понял относительно недавно. Сильные аренчики должны это знать. Вы не нападаете сначала легкой кавой, потому что на легкой каве вы как раз можете направить своих монахов на легкую каву, да, рано, и потом переключить их на лучников. И тогда вера останется, и вы очень быстро сконвертите лучников. Сначала вы должны легкой кавой отвлекать, потом напасть луками, и потом легкая кава уже нападает сверху. Типа чуть позже. Или наоборот. Ну, в общем, неважно. Вот тут я, возможно, запутался. Потому что, на самом деле, тогда тебе лучников сконвертят. Ну, в общем, прошло 2 конверта лучников здесь, на самом деле. И какой-то, пики не апнуты. Идет нападение сверху, лучники тоже сверху. Так, Барлес начинает конвертить. Лучников. Монахи друг друга лечат. Здесь еще стоят лучники сконверчены. И легкие кавалеристы не справляются. Смотрите, здесь легкие кавалеристы вообще сражаются с крестами, которые очень сильные здесь, на самом деле. Нету атаки на легкую каву. Проходят конверты, лучники, 4 лучника таких, монахи почти сдохли, но нет, на самом деле они выходят постоянно новые, 8 штук. И посмотрите, он переворачивает этот бой. Он просто сконвертил. Как-то не проиграл, я не знаю, но очень точно не хватило атаки здесь, это важнейший апгрейд здесь, Барлеса. И Барлес почувствовал себя богом и просто срывает крестьян. Хочет уничтожить все, идет в центр, может готов замок дропать. Нет, замка нет, конечно же, он не добывает камень. Здесь уже на кусты напал. Но здесь он как-то сконвертил, конечно, довольно жестко. И Харт такой, блин, что делать? Надо своих теперь монахов делать, чтобы конвертить, да, дешевый апгрейд и атонмент на конверт монахов. Здесь халява. Ну, в общем, Харт запутался в домиках, видимо, еще не всеми ЛКшками напал на монахов. Дал сконвертить лукарей, на самом деле, все-таки. И смотрите, кресты монахи заставляют удалять вышки, они уже могут сконвертить их, да? Ой-ой-ой, хомутик еще идет. И по крестьянам, по армии, смотрите, сколько конвертов прошло, мы потом посмотрим. Но можно быстренько и сейчас чекнуть в милитари. Конверты, десяточка. Десяточка звучит не так много, но 10 забрал юнитов, 10. Он же их не сливает, да? У него постоянно вот эти все юниты, это сконверченные, не слитые юниты, которые работают на него теперь. Деф монахов. Но Харт не сдается. Какого лешего? Я добыл больше ресурсов, у меня есть на замок. Но замок ставит Барлес, потому что он тупо купил замок. Тупо купил камень, конечно же. Здесь кресты срываются, так, нападение. Но даже здесь проходит конверт. И девоушен не помогает. Да как так-то? Качал же девоушен, прокачан, но не помогает. Не помогает. Подходят монахи. Харт конвертит, в свою очередь, тоже несколько монахов. Но пользуется с конверсиями легкой кавой и убивает монахов, которых только что потерял сам. Ну и вражеских монахов Харта тоже убивает, из конверченных. Просто на изи армия 25-7. Что дальше? Вопрос, что дальше? Остается все-таки открытым. Но здесь, ребят, смотрите, выходит на центр. Здесь может заволиться, можно не заволиться. На льду, кстати, нельзя, наверное, переволиться. Ха-ха, то есть
Это сгенерированная стена, ее нельзя перестроить. Вот это прикол. Тачка, вагоны или что? Здесь смотрим сюда. Легкая кава все проверяет. И здесь зажат уже кто? Зажат товарищ один. Так, ну здесь экономика будет у Барлиса улетать. Больше количество крестьян. И с хорошими капами. Есть уже тачечка. Конечно, скорость на крестов. Еще одна ратуша. В принципе, недалекие импы. Да, очень недалекие импы. 26 на золоте это можно покупать. Постоянно, аккуратно Барлис покупает по 100 еды. Красавчиком играет. Здесь, конечно, Титаник у Барлиса. Он, типа, тоже выходит, халявит. Ну, как бы, может, здесь, да, лес добывать. Но нужна ратуша, чтобы новые кресты рожались. Иначе не хватит. В общем, довольно открытая карта, хотя казалось закрыта. Так, и у нас импы нажаты Барлисом. Да как ты это делаешь? 3 монастыря и куча монахов. Импы идут, еще можно химию заранее прокачать. Но даже не знаю, нужно ли. Здесь чуваки постоянно халяву добирают. Так, что может придумать Хард? Честно говоря, я не знаю, что. Честно говоря, его просто жестко отбили. И крестьян даже толком не порейдишь, потому что 55 хпшки здесь. Реликов всего лишь 2, да. Барлис уже забил на релике, честно говоря. Охраняет монахов, ждет импов, требует монахи и... Ну, кстати, он реально ни во что не вкладывается, ни вагон не делает, ни бараки не делает, ничего. Может, он надеется, что это будет имп into GG, но тоже рейдит. В принципе, здесь тоже луками остановился. Поубивает сейчас пацанов. На луках вторая стрела. Спасибо за апы. На этих первая замороженная, да, лучники, на этих вторая. Спасибо. Что апа лучников мне, Хард? Ну, на самом деле, здесь делается второй барак, ждет импов, осталась минута, по крестьянам минус 20. По ратушам, конечно, всего лишь 2, я думаю, можно немножко промотать. Но Хард как будто бы почуял, что происходит, все замедлилось, надо тоже самому по импам догонять что-то. Банахи плюс легкая кава, это не такое дурацкое комбо, но вот замок какой-то дурацкий. Ну, он пытается отбить камень, я так понимаю, Артовский, но видите, со второй стрелой не достреливает, и с третьей не достреливает. И это ГГ. Это победа Барлиса. И из такой ситуации он вынырнул, где у чувака буквально практически леса нету, да, у него нет доступа к камню, у него золото заканчивается. У него монахи там рассыпаются, минус 4 креста. Чувак сейчас апнется в замковую и перевернет, но как же он? 3 монастыря, четко, апы. Перевернул эту ситуацию. Я был уверен на стриме, что он проиграет этот бой. Потому что так хорошо Хард готовился к этому бою. И лук, и ЛК действительно, и... затащил. Барлис очень скилловый игрок на монаха, 2-6 мод чисто. 11 спик, но это не сильно зарешало, там чуть-чуть совсем. И 8 сконверченных луков. Барлиса даже не было, по-моему, стрельбища никакого. Здесь, конечно, вот эти все юниты в мусорку улетели. АПМ зацените, АПМ 64 АПМ среднего достаточно, чтобы расконтролить все эти ситуации. И, конечно, вот если задуматься, да, как же мало ресурсов они как бы не тратят. Они тратят все ресурсы. В среднем у него в банке 400 ресурсов. Это супер мало. Это с учетом того, что... Ну, это перед импами, очевидно, 2000 ресурсов максимум. То есть у него... Он на таком минимуме играет. Он так тратит их, да? У игроков рейтинга 1500, в среднем там 1000 ресурсов будет копиться. Здесь 400, 572, то есть это очень сильный скилл. Давайте посмотрим статистичку здесь какую-нибудь интересную. Что у нас есть интересного? 15 конвертов, 2 смог монаха сконвертить сам Хард. И, конечно, тут развалочка. Экономи. Да, перегнал даже по экономике Барлис. И без камня завершил эту игру. Конечно, он обузил золото и перекупал его. Велики чуть помогли. Но тоже с проблемами столкнулся, когда собирал их, Барлис. Ну, купил замок. Я могу. Красавчиком сыграл. В принципе, этот матч был очень интересный. Можно будет чекнуть конкретный результат. В принципе, все. Ставьте лайк, если карта была реально достойной. Она мне запомнилась из этого турнира. Ну, и конкретно вот Басма мне действительно зашла как карта. Я бы ее покатал даже в рейтинге, это точно.